Урок 1. Доступность расписания. Конечно, на завтра у нас есть свободное место для завтрашней встречи. Отлично, Джон. Важно гибко планировать расписание, чтобы удовлетворить потребности всех. Совершенно верно. Мы хотим, чтобы все могли принять участие и внести свой вклад в эту встречу. В какое время у нас есть варианты проведения завтрашней встречи? У нас есть 3 временных интервала: 9 часов, 13 часов и 15 часов. Какой из них лучше всего подходит для вас? Я предпочитаю слот в 13 часов. У меня достаточно времени, чтобы закончить утреннее дело. Звучит неплохо. Тогда давайте назначим встречу на 13 часов дня завтра. Идеальный. Я отмечу это в своем календаре. Будет ли встреча проводиться лично или онлайн? Мы проведем онлайн-встречу, так как сейчас мы работаем удаленно. Для меня это работает. Онлайн-встречи удобны и экономят время в пути. В самом деле, это эффективно и позволяет нам подключаться независимо от нашего физического местоположения. Есть ли какие-либо конкретные темы или пункты повестки дня, которые нам следует подготовить к встрече? Да, мы обсудим график предстоящего проекта и поставим задачи. Понял. Обязательно ознакомлюсь с деталями проекта и отвечу на любые вопросы. Это было бы здорово, Анна. Ваш вклад и идеи всегда ценны. Спасибо, Джон. Я с нетерпением жду встречи и сотрудничества с командой. Точно так же, Анна. Совместная работа для достижения наших целей всегда продуктивна и вдохновляет. Я ценю командную работу и поддержку, которую мы оказываем в нашей организации. Совершенно верно. Мы сильнее, когда работаем вместе и используем сильные стороны друг друга. В этом прелесть эффективного сотрудничества. Объединяя усилия, мы достигаем большего. Не могу не согласиться, Анна. Давайте сделаем завтрашнюю встречу успешной и продвинем наш проект вперед. Похоже на план, Джон. Завтрашняя встреча станет на шаг ближе к достижению наших общих целей. Я рада, что мы пришли к единому мнению, Анна. Завтра нас ждет продуктивная и результативная встреча. Приветствую вас, Джон. Давайте проведем время вместе с максимальной пользой и добьемся отличных результатов. Безусловно, Анна. Увидимся завтра на собрании. Урок 2. Культурные различия. Удивительно видеть, как культурные различия формируют наши взгляды. Безусловно, Джон. Каждая культура обладает уникальными ценностями и взглядами на мир. Интересно, что в одной культуре что-то можно считать вежливым, а в другой грубым. Это правда, Джон. Жесты и обычаи могут сильно различаться в разных культурах. Не могли бы вы привести пример культурных различий, которые вас интересуют, Анна? Одним из примеров является концепция личного пространства. В некоторых культурах люди предпочитают стоять ближе во время разговора, в то время как другие ценят большую дистанцию. Это интригует, Анна. Важно знать об этих различиях, чтобы избежать недоразумений. Определенно,
Джон. Учет культурных нюансов способствует лучшему общению и уважению. Я согласен. Очень важно подходить к культурным различиям непредвзято и с готовностью учиться. Безусловно, Джон. Понимание разнообразия обогащает наше понимание мира. Анна, вы сталкивались с какими-либо культурными различиями, которые вас удивили? Да, Джон. Когда я приехал в Японию, я был поражен тем, как они уделяют большое внимание вежливости и уважению в социальных отношениях. Это интересно, Анна. Важно адаптироваться к обычаям посещаемых нами мест. Да, Джон. Уважение к местным обычаям и традициям– это способ ценить культуру. Существуют ли универсальные ценности, превосходящие культурные различия? Да, Джон. Такие ценности, как доброта, честность и сострадание, часто ценятся в разных культурах. Это обнадеживает, Анна. Приятно знать, что некоторые ценности могут преодолеть культурный разрыв. Безусловно, Джон. Поиск точек соприкосновения помогает налаживать связи и способствовать взаимопониманию. Как мы можем узнать больше о разных культурах и их перспективах? Один из способов– читать книги или смотреть документальные фильмы о разных культурах, Джон. Отличное предложение, Анна. Это позволяет нам взглянуть на разные точки зрения. Другой способ– общение с людьми из разных культур. Согласна, Анна. Обмен опытом и идеями может расширить наш кругозор. Урок 3. Захватывающие горные приключения. Горы. Звучит захватывающе. Анна, вы столкнулись с какими-либо интересными впечатлениями во время своей недавней поездки в горы? Безусловно, Джон. Горы предлагают захватывающую красоту и захватывающие приключения. Расскажите мне об одном из самых незабываемых моментов вашей поездки. Одним из главных событий стало восхождение на вершину сложной вершины. Чувство выполненного долга было невероятным. Наверное, это был захватывающий опыт. Как вы готовились к такому сложному восхождению? До этого я тренировался несколько недель, уделяя особое внимание упражнениям на выносливость и силу. Очень важно было быть физически подготовленным. Могу себе представить. Восхождение на горы требует высокого уровня физической подготовки и умственной устойчивости. В самом деле, ментальный аспект не менее важен. Речь идет о том, чтобы преодолевать трудности и сохранять решимость. Были ли непредвиденные препятствия, которые вам пришлось преодолеть во время восхождения? Да, недалеко от вершины мы столкнулись с внезапной метелью. Из-за этого тропа была скользкой, а видимость была плохой. Звучит сложно. Как вам удалось пережить шторм? Мы полагались на наше альпинистское снаряжение и шли по тропе по указателям. Это требовало особой осторожности и командной работы. В таких ситуациях очень важна командная работа. Важно поддерживать друг друга и заботиться друг о друге. Совершенно верно. Мы должны были эффективно общаться и принимать решения в команде, чтобы обеспечить безопасность всех.
Были ли у вас моменты страха или сомнений во время восхождения? Возникали моменты сомнений, особенно когда сталкивались с крутыми скалами или непредсказуемой погодой. Но я напомнила себе о своих способностях и оставалась сосредоточенной. Преодоление страха и сомнений само по себе является значительным достижением. Это свидетельствует о силе и решимости. Определенно. Горы преподают нам ценные уроки стойкости, настойчивости и веры в себя. Я понимаю, почему альпинизм — это такой захватывающий и преобразующий опыт. Это действительно так, Джон. Горы позволяют нам расширять границы возможного и раскрывать нашу внутреннюю силу. Отправитесь ли вы в другое горное приключение в будущем, Анна? Абсолютно. Я уже планирую следующую горную экспедицию. Очарование гор непреодолимо. Это просто фантастика, Анна. Я восхищаюсь твоим авантюрным духом и готовностью принимать вызовы. Спасибо, Джон. Жизнь должна быть полноценной, а приключения в горах придают нашему путешествию радость и красоту. Не могу не согласиться, Анна. Вот еще два захватывающих горных приключения и уроки, которые они преподают. Приветствую вас, Джон. Давайте продолжим исследовать чудеса гор и расширять границы наших возможностей. Действительно, Анна. Давайте отправимся в новые горные приключения и создадим незабываемые впечатления по пути. Урок 4. Страх перед экзаменом и короткие перерывы. Экзамены могут быть стрессовыми, Анна. Как справиться с тревогой перед экзаменом? Важно найти стратегии, которые подходят именно вам. Одна вещь, которая помогает мне, это небольшие перерывы во время учебных занятий. Это интересно. Как часто и как долго вы делаете перерывы? Обычно я делаю небольшой перерыв каждые 45 минут или час. На перезарядку и расслабление ума уходит около 5-10 минут. Что вы делаете во время этих перерывов, чтобы извлечь из них максимум пользы? Я стараюсь заниматься такими видами деятельности, которые помогают мне расслабиться и отвлечься от учебы. Я могу растянуться, послушать музыку или прогуляться пешком. Похоже, это хороший способ освежить ум и предотвратить выгорание. Совершенно верно. Перерывы позволяют мне сохранять концентрацию внимания и предотвращают усталость. Есть ли у вас какие-либо советы, как максимально использовать короткие перерывы? Один совет – не проверяйте телефон и не зацикливайтесь на социальных сетях. Вместо этого займитесь чем-нибудь, что действительно расслабляет и омолаживает вас. Отличное замечание. Во время перерывов наше устройство легко отвлечься. Еще один совет – установите таймер на перерыв, чтобы не отвлекаться от учебы слишком много времени. Когда дело доходит до учебы, управление временем имеет решающее значение. Настройка таймера поможет сохранить равновесие. Именно так. Речь идет о том, чтобы найти баланс между сосредоточенным учебным временем и необходимыми перерывами. Считаете ли вы, что короткие перерывы помогают уменьшить беспокойство перед экзаменом? Да, это определенно помогает. Регулярно давая себе перерывы, я чувствую себя менее утомленной и лучше контролирую свои учебные занятия. Приятно это слышать. Борьба с тревогой перед экзаменом необходима для достижения наилучших результатов.
Совершенно верно. Важно уделить приоритетное внимание уходу за собой и создать подходящую для вас учебную программу. Есть ли другие стратегии, которые вы используете, чтобы справиться с тревогой перед экзаменом? Да, кроме перерывов, я также занимаюсь глубокими дыхательными упражнениями и позитивным разговором с самим собой, чтобы успокоить ум. Глубокое дыхание и позитивные утверждения могут стать мощными инструментами для борьбы со стрессом. Они действительно таковы. Речь идет о развитии позитивного мышления и вере в свои способности. Спасибо, что поделились своим мнением, Анна. Уверен, что многие студенты найдут эти советы полезными. Добро пожаловать, Джон. Надеюсь, что эти стратегии помогут другим немного облегчить учебу и экзамены. Уверен, что так и будет. Вот вам два эффективных учебных навыка: избавление от страха перед экзаменами и достижение успеха. Приветствую вас, Джон. Давайте поддержим друг друга и уверенно сдадим эти экзамены. Безусловно, Анна. Вместе мы сможем преодолеть страх перед экзаменами и преуспеть в учебе. Урок 5. Интенсивные тренировки и наращивание силы. Анна, я слышала, что в последнее время ты занимаешься интенсивными тренировками. Как вам удается поддерживать частоту сердечных сокращений во время тренировок? Все дело в том, чтобы включить высокоинтенсивные упражнения в свой распорядок дня, Джон. Именно это повышает частоту сердечных сокращений и делает его довольно интенсивным. Звучит сложно, но эффективно. Можете ли вы привести пример высокоинтенсивного упражнения, которое вы выполняете? Одно из упражнений, которое мне нравится, это бёрпи. Это упражнение для всего тела, сочетающее кардиотренировки и силовые тренировки. Это действительно заставляет мое сердце биться Бёрпи быстрее. выносливы, но они воздействуют на несколько групп мышц. Сколько вы обычно делаете за сеанс? Я стремлюсь к наборам из 10-15 бёрпи с короткими интервалами отдыха между ними. Это позволяет поддерживать высокую интенсивность и выкладываться на предел своих возможностей. Это впечатляет, Анна. Представляю, какими сложными и полезными должны быть эти тренировки. Конечно, так оно и есть, Джон. Интенсивные тренировки заставляют меня работать на пределе возможностей и помогают мне наращивать силы как физически, так и морально. Я включаю в свой распорядок такие упражнения, как приседания, становая тяга и отжимания. Эти сложные движения воздействуют на несколько групп мышц и помогают наращивать силу. Комплексные упражнения отлично подходят для наращивания функциональной силы. Как часто вы тренируетесь, чтобы увидеть прогресс? Я тренируюсь примерно 4-5 раз в неделю, давая телу достаточно времени для отдыха и восстановления между тренировками. Отдых и восстановление имеют решающее значение для роста мышц и предотвращения травм. Есть ли у вас какие-либо советы по восстановлению? Совершенно верно. Я уделяю приоритетное внимание сну и стараюсь достаточно отдыхать. Кроме того, я занимаюсь растяжкой и катанием на пене, чтобы помочь восстановить мышцы. Это комплексный подход к восстановлению. После интенсивных тренировок важно заботиться о своем теле. Определенно, Джон. Забота о своем теле позволяет нам продолжать бросать себе вызов и добиваться прогресса. Заметили ли вы другие преимущества интенсивных тренировок и силовых тренировок? Совершенно верно.
Помимо наращивания физической силы, я чувствую себя более энергичной, уверенной и сосредоточенной на других сферах своей жизни. Это просто фантастика, Анна. Удивительно, как физические упражнения могут оказывать такое положительное влияние на различные аспекты нашего благополучия. Это действительно так, Джон. Упражнения– это не только физическая форма, но и психическое и эмоциональное благополучие. Меня вдохновляет ваша преданность делу и результаты, которых вы достигли благодаря интенсивным тренировкам. Спасибо, Джон. Все дело в том, чтобы найти упражнения, которые бросают вам вызов и мотивируют вас лично. Что ж, вы, безусловно, побудили меня включить в свои тренировки более интенсивные и силовые тренировки. Рад это слышать, Джон. Давайте продолжим работать над собой и вместе наслаждаться преимуществами интенсивных тренировок. Безусловно, Анна. Мы готовы бросить все свои силы, набраться сил и воспользоваться преимуществами интенсивных тренировок. Приветствую вас, Джон. Давайте продолжим становиться сильнее как физически, так и умственно, занимаясь фитнесом. Действительно, Анна. Давайте будем продолжать стремиться к величию и вдохновлять других на этом пути. Урок 6. Аренда автомобилей и страховое покрытие. Анна, я слышала, вы недавно арендовали машину. Вы получили за это страховое покрытие. Да, я позаботился о страховке в прокатной компании. Очень важно сохранять душевное спокойствие. Совершенно верно. Возможны несчастные случаи, а наличие страхового покрытия поможет вам избежать непредвиденных расходов. Это правда. Лучше быть готовым и защищенным, особенно когда вы управляете арендованным автомобилем. Вы выбрали базовое страховое покрытие или выбрали дополнительные варианты страхования. Я решил воспользоваться дополнительными вариантами страхового покрытия. Это может стоить немного дороже, но оно обеспечивает более широкую защиту. Это мудрый выбор, Анна. Дополнительное страховое покрытие может быть полезным, особенно если вы планируете ездить в незнакомых местах. Именно так. Я хотела застраховать себя от любых возможных убытков или несчастных случаев. Вы также проверили, покрывает ли ваша личная автостраховка арендуемые автомобили. Да, я так и сделала. Моя личная автостраховка не покрывает арендованные автомобили, поэтому я знал, что мне нужно приобрести ее отдельно. Приятно это знать. Многие люди считают, что их личная страховка покрывает аренду, но это не всегда так. Да, важно проконсультироваться со своей страховой компанией, чтобы узнать, какие варианты страхового покрытия вы предлагаете. Объяснила ли вам прокатная компания детали страхового покрытия? Да, они предоставили мне всю необходимую информацию и ответили на мои вопросы относительно страхового покрытия. Отлично. Важно иметь четкое представление о том, что покрывает страховка и какие ограничения она покрывает. Совершенно верно. Чтобы избежать неожиданностей в будущем, полезно ознакомиться с условиями. Предоставляла ли прокатная компания какие-либо дополнительные услуги или льготы помимо страхования? Да, они предложили помощь на дороге в случае поломок или чрезвычайных ситуаций во время аренды. Помощь на дороге может стать спасением, особенно когда вы находитесь в незнакомом месте. Определенно.
Я не сомневаюсь в том, что если что-то пойдет не так, за помощью можно обратиться за помощью по телефону. Нужно ли было вносить гарантийный залог при аренде автомобиля? Да, мне пришлось внести залог во время аренды. Это стандартная практика для большинства компаний по аренде автомобилей. При составлении бюджета на аренду важно учитывать гарантийный депозит. Совершенно верно. Это временная блокировка ваших средств, поэтому очень важно соответствующим образом спланировать. Спасибо, что поделились своим опытом, Анна. Полезно знать об аренде и страховании автомобилей. Добро пожаловать, Джон. Надеюсь, эта информация поможет другим арендовать автомобиль в будущем. Уверен, что так и будет. Мы предлагаем вам безопасные и приятные путешествия, будь то на собственном автомобиле или на арендованном автомобиле. Приветствую вас, Джон. Давайте отдадим приоритет безопасности и защите, когда бы мы ни находились в дороге. Безусловно, Анна. Давайте всегда будем действовать ответственно и принимать взвешенные решения, чтобы быть уверенными в себе. Урок 8. Путешествие и культурное обогащение. Анна, меня всегда восхищала твоя страсть к путешествиям. Увидеть мир действительно обогащает, не так ли? Безусловно, Джон. Путешествия позволяют нам изучать разные культуры, расширять кругозор и создавать незабываемые воспоминания. Не могу не согласиться с этим. Каждый раз, когда я посещаю новое место, мне кажется, что я узнаю что-то новое о мире и о себе. В этом прелесть путешествий. Это открывает нам новые возможности и помогает нам оценить разнообразие нашей планеты. У вас есть любимое место для путешествий, которое произвело на вас глубокое впечатление? Сложно выбрать что-то одно, но я должна сказать, что поездка в Киото, Япония, стала для меня революционным опытом. Что сделало Киото таким особенным для вас? Киото богат историей и традициями. Древние храмы, потрясающие сады и чайные церемонии невероятно завораживали. Звучит потрясающе. Удивительно, как в разных частях мира есть свои уникальные культурные сокровища. Совершенно верно. Вот почему я считаю, что путешествие– это форма образования. Оно рассказывает нам об окружающем мире так, как книги не могут. Не могу не согласиться, Анна. Знакомство с разными культурами из первых уст– это поистине захватывающий и познавательный опыт. И это не обязательно должны быть отдаленные места назначения. Даже знакомство с нашей страной может быть не менее полезным. Вы правы. Иногда мы упускаем из виду красоту и культурное богатство, которые существуют прямо у нас на заднем дворе. Вот почему я стараюсь исследовать местные достопримечательности и скрытые сокровища, когда могу. Есть ли у вас какие-либо советы для тех, кто хочет начать путешествовать, но не знает, с чего начать? Начни с малого, Джон. Выберите ближайший пункт назначения, который вас интересует, и спланируйте небольшое путешествие. Это отличный способ окунуться в мир путешествий. Это практический подход. Важно сделать первый шаг и обрести уверенность в себе как путешественника. Именно так. По мере накопления опыта вы постепенно сможете отправиться в более отдаленные и экзотические места. Какой, по-вашему, самый ценный урок вы получили во время путешествий?
Один из самых ценных уроков, которые я усвоила, заключается в том, как важно адаптироваться и принимать неизвестное. Путешествие, безусловно, требует гибкости и умения ориентироваться в незнакомых ситуациях. Да, это учит нас выходить из зоны комфорта, проявлять изобретательность и ценить красоту спонтанности. Я вижу, как путешествия могут изменить и изменить жизнь многих людей. Это действительно так, Джон. Это расширяет наш кругозор, вызывает сочувствие и налаживает связи с людьми из разных слоев общества. Что ж, вы, безусловно, вдохновили меня отправиться в новые путешествия и насладиться незабываемыми впечатлениями, которые они предлагают. Рад это слышать, Джон. Мир ждет своего исследования, и нам еще многое предстоит открыть и узнать. Здесь вас ждет радость путешествий, красота культурного обмена и воспоминания на всю жизнь, которые мы создаем по пути. Приветствую вас, Джон. Давайте продолжим исследовать, учиться и развиваться, путешествуя как близко, так и далеко. Безусловно, Анна. Давайте откроем для себя чудеса света и продолжим обогащаться нашим опытом. Урок 9. Эффективное планирование поездки. Анна, когда дело доходит до путешествий, я поняла, что планирование играет ключевую роль. Важно заранее проверить расписание и спланировать маршрут. Безусловно, Джон. Продуманный маршрут поможет вам сэкономить время, деньги и ненужный стресс во время поездки. Как вы обычно планируете свои поездки? Есть ли у вас какие-либо стратегии, которыми вы могли бы поделиться? Первым делом я изучаю место назначения и составляю список достопримечательностей и мероприятий, которые стоит посетить. Это отличная отправная точка. Это помогает иметь четкое представление о том, что вы хотите испытать и изучить. Составив список, я расставляю приоритеты по достопримечательностям в зависимости от их близости и количества свободного времени. В этом есть смысл. Важно быть реалистом и выделять достаточно времени для каждого мероприятия или осмотра достопримечательностей. Совершенно верно. Лучше сполна насладиться несколькими местами, чем спешить по многим местам и не оценить их в полной мере. Как вы выбираете способ передвижения во время поездки? Это зависит от пункта назначения, Джон. Иногда общественный транспорт удобен и экономичен, а в других случаях аренда автомобиля может оказаться более практичной. Понимаю. Полезно учитывать такие факторы, как местная транспортная система, доступность и расстояние между достопримечательностями. Определенно. Выбрав наиболее подходящий вид транспорта, вы сможете сделать путешествие более комфортным и приятным. Есть ли у вас какие-либо советы, как избежать длинных очередей и толп на популярных туристических достопримечательностях? Одна из эффективных стратегий заключается в том, чтобы посещать популярные места рано утром или позже днем, когда толпы меньше. Это разумный подход. Это позволит вам преодолеть ажиотаж и насладиться более спокойным отдыхом. Кроме того, предварительная покупка билетов онлайн поможет вам избежать длинных очередей и сэкономить время. Отличный совет. Всегда стоит проверять, можно ли приобрести билеты через интернет или не стоять в очереди. Совершенно верно. Небольшое предварительное планирование может во многом помочь вам максимально увеличить время и свести к минимуму время ожидания.
Как насчет ресторанов во время ваших поездок? Как вы решаете, где поесть? Мне нравится заранее изучать местную кухню и популярные рестораны. Чтение отзывов и рекомендаций поможет мне найти аутентичное и вкусное место, где можно поесть. Это хорошая стратегия. Дегустация местных блюд и знакомство с кулинарной культурой этого места всегда являются изюминкой любой поездки. Это определенно так, Джон. Еда — это окно в культуру и традиции страны. Есть ли у вас последние советы по эффективному планированию поездки? Один из важных советов — будьте гибкими и оставляйте место для неожиданных открытий или изменений в своих планах. Отличное замечание. Иногда самые незабываемые впечатления случаются, когда мы отклоняемся от первоначального плана. Именно так. Важно не только определиться с планом путешествия, но и оставить место для спонтанности и новых приключений. Что ж, Анна, ваши идеи и советы были невероятно полезны. Я обязательно применю их в своих будущих путешествиях. Рад это слышать, Джон. Надеюсь, эти советы сделают ваши поездки более приятными и беззаботными. Спасибо, что поделились своей мудростью, Анна. За эффективное планирование путешествий и незабываемые приключения. Приветствую вас, Джон. Пусть ваши будущие путешествия будут наполнены прекрасными впечатлениями и заветными воспоминаниями. Безусловно, Анна. Давайте насладимся открытием новых мест и извлечем максимум пользы из каждого нашего путешествия. Урок 10. Ожидание релаксации. Анна, в последнее время я очень устала. Ничего особенного не происходит, просто жду отдыха. Как насчет тебя? Я понимаю, Джон. Иногда всем нам нужен перерыв, чтобы восстановить силы и восстановить силы. Я также с нетерпением жду отдыха. Важно уделить приоритетное внимание уходу за собой и найти способы расслабиться. Как вы обычно расслабляетесь и восстанавливаете силы, Анна? Один из моих любимых способов расслабиться — почитать хорошую книгу. Это позволяет мне погрузиться в разные миры и забыть о стрессах повседневной жизни. Чтение действительно отличный способ расслабиться. Меня это успокаивает и помогает переключить внимание на что-то приятное. Совершенно верно. Это все равно, что провести душевный отпуск, не выходя из дома. Помимо чтения, есть ли у вас другие развлечения для отдыха? Мне также нравится заниматься йогой и медитацией. Они помогают мне обрести внутреннее спокойствие и успокаивают ум и тело. Звучит замечательно. Осознанные действия действительно могут помочь снизить стресс и улучшить общее самочувствие. Определенно. Важно найти занятия, которые вам нравятся, приносят радость и спокойствие. Не могу не согласиться, Анна. У всех разные способы расслабиться, и очень важно найти то, что лучше всего подходит для нас в отдельности. Безусловно, Джон. Все дело в самосознании и внимании к тому, что нужно нашему разуму и телу. Помимо индивидуального отдыха, есть ли у вас какие-либо мысли о планировании досуга с друзьями или близкими? Хорошее времяпрепровождение с близкими также может быть невероятно расслабляющим и омолаживающим. Это возможность пообщаться и создать незабываемые воспоминания.
Я согласен. Будь то совместная прогулка, пикник или просто приятное времяпрепровождение в компании друг друга, это добавляет дополнительный слой радости и расслабления. Безусловно, Джон. Социальные связи и значимые отношения необходимы для нашего общего благополучия. Что ж, Анна, надеюсь, у тебя впереди время для отдыха и восстановления сил. Воспользуйтесь возможностью зарядиться энергией и заняться тем, что приносит вам радость. Спасибо, Джон. Я желаю тебе того же. Пусть вы обретете расслабление и спокойствие, к которым стремитесь. В этом сила расслабления и заботы о себе. Давайте воспользуемся возможностью расслабиться и найти баланс в своей жизни. Приветствую вас, Джон. Пусть мы всегда ставим во главу угла наше благополучие и находим моменты покоя и расслабления среди суеты жизни. Безусловно, Анна. Давайте сделаем заботу о себе и отдых приоритетом, зная, что это способствует нашему общему счастью и самореализации. Урок 11. Охлаждение теста. Анна, мне не терпится сегодня испечь печенье. Ты охладил тесто? Да, я охлаждала его пару часов. Охлаждение теста способствует его затвердеванию и раскрытию аромата. Отлично. Охлажденное тесто обычно улучшает текстуру печенья и предотвращает чрезмерное растекание во время выпечки. Совершенно верно. Это также помогает сочетать вкусы и вкусы, в результате чего конечный продукт получается более вкусным. Как долго вы обычно охлаждаете тесто? Это зависит от рецепта, но обычно я охлаждаю его не менее часа или двух. Для некоторых рецептов может потребоваться более длительное время охлаждения. Понимаю. Таким образом, терпение играет ключевую роль в достижении наилучших результатов в выпечке. Определенно, Джон. У тех, кто ждет, есть хорошие вещи, особенно когда дело касается выпечки. Помимо печенья, есть ли другие виды теста, которые можно охладить? Да, есть много видов теста, которые полезно охлаждать. Например, корочки пирога становятся более слоеными, если тесто охладить перед раскатыванием. Приятно это знать. Охлаждение теста, по-видимому, является распространенным методом выпечки для достижения оптимальных результатов. Совершенно верно. Это простой шаг, который может существенно повлиять на общее качество вашей выпечки. С нетерпением жду дегустации печенья. Из охлажденного теста часто получается печенье с жевательной, но нежной консистенцией. Уверена, они получатся очень вкусными, Джон. Охлажденное тесто помогает печенью сохранять форму и обеспечивает приятный вкус. Я ценю ваши советы, Анна. Всегда полезно изучить маленькие хитрости, которые помогут улучшить наши навыки выпечки. Я рада, что смогла поделиться своими знаниями, Джон. Выпечка– прекрасный способ проявить творческий потенциал и доставить радость другим. Действительно, Анна. Аромат свежей выпечки и радость, которую они приносят, поистине особенные. Выпечка может быть формой ухода за собой и способом проявить любовь к окружающим. Что ж, Анна, я благодарна за ваш совет по охлаждению теста. Давай испечем это печенье. Безусловно, Джон. Давайте насладимся процессом и насладимся сладкими наградами нашего кулинарного приключения. Познакомьтесь с искусством выпечки и волшебством, которое происходит на кухне. Пусть наше печенье станет вкуснейшим лакомством.
Приветствую вас, Джон. Пусть наша выпечка принесет улыбки и тепло в наше сердце и всех, кто их любит. Безусловно, Анна. Давайте вместе насладимся радостью выпечки и создадим восхитительные воспоминания. Урок 12. Будьте в курсе отраслевых тенденций. Анна, я думала о том, как нам идти в ногу с отраслевыми тенденциями. Есть ли у вас какие-либо предложения? Безусловно, Джон. Отличный способ посетить конференции, связанные с нашей областью. Они предлагают ценную информацию и возможности для налаживания связей. Отличная идея, Анна. Конференции объединяют отраслевых экспертов и предоставляют платформу для ознакомления с последними разработками. Действительно, Джон. Это возможность получить новые знания, узнать о новых тенденциях и пообщаться с профессионалами-единомышленниками. Помимо конференций, есть ли другие способы быть в курсе отраслевых тенденций? Определенно. Чтение отраслевых публикаций, блогов и информационных бюллетеней – еще один эффективный метод. Они регулярно обновляют и анализируют информацию. Я согласен. Важно быть в курсе изменений, происходящих в нашей отрасли. Безусловно, Джон. Непрерывное обучение и отслеживание отраслевых тенденций помогают нам сохранять конкурентоспособность и адаптироваться к новым условиям. Есть ли у вас какие-либо конкретные ресурсы или публикации, которые вы считаете полезными? Да, есть несколько авторитетных отраслевых журналов и онлайн-платформ, которые освещают последние тенденции и идеи. Я могу поделиться с вами некоторыми рекомендациями. Это было бы здорово, Анна. Всегда полезно иметь тщательно подобранный список ресурсов, к которым можно обратиться. Я обязательно составлю для тебя список, Джон. Он будет включать множество источников, отвечающих различным интересам и областям нашей отрасли. Я ценю твои усилия, Анна. Доступ к достоверной и актуальной информации имеет решающее значение для профессионального роста. Не могу не согласиться, Джон. Важно вкладывать время и усилия в то, чтобы оставаться в курсе событий и развиваться вместе с нашей отраслью. Помимо посещения конференций и чтения, есть ли другие стратегии, которые мы можем использовать? Участие в онлайн-форумах и сообществах, связанных с нашей отраслью, также может быть полезным. Они предоставляют платформу для дискуссий и обмена знаниями. Отличное замечание, Анна. Общение с коллегами по отрасли и обмен идеями могут помочь получить ценную информацию и открыть новые перспективы. Безусловно, Джон. Сотрудничество и общение играют важную роль в поддержании связи и обновлении информации. Что ж, Анна, я благодарна за ваше предложение. Давайте приложим все усилия, чтобы быть в курсе тенденций отрасли и продолжать профессиональное развитие. Определенно, Джон. Оставаясь в курсе событий и продолжая обучение на протяжении всей жизни, мы можем преуспеть в своей карьере и внести значительный вклад в развитие нашей отрасли. Мы стремимся к знаниям и стремлению опережать отраслевые тенденции. Пусть мы всегда будем в авангарде инноваций и прогресса. Приветствую вас, Джон. Давайте воспользуемся возможностями для обучения, роста и позитивного влияния на нашу профессиональную деятельность. Безусловно, Анна. Давайте будем проявлять любопытство, адаптироваться и проявлять непредвзятость, ориентируясь в постоянно меняющихся условиях нашей отрасли. Урок 13.
Прогноз погоды в ясную погоду. Вы проверили прогноз, Анна. Что это говорит о сегодняшней погоде? Согласно прогнозу, должно быть ясно весь день. Никаких признаков дождя или облаков не видно. Это отличная новость. Благодаря ясной погоде мы можем планировать мероприятия на свежем воздухе без перерывов. Безусловно, Джон. Это прекрасная возможность насладиться солнцем и свежим воздухом. Я собирался пойти в поход. Ясная погода сделает этот отдых еще более приятным. Походы в горы звучат замечательно, Джон. Чистое небо обеспечит захватывающий дух виды и приятную атмосферу для пеших прогулок. Действительно, Анна. Удивительно, как погода может улучшить наши впечатления от отдыха на свежем воздухе. Совершенно верно. Будь то поход, пикник или просто прогулка, ясная погода придает нашим приключениям на свежем воздухе нотку волшебства. Есть ли у вас другие планы на день, учитывая четкий прогноз? Я думала взять коврик для йоги на улицу и заняться йогой в парке. Ясная погода создаст умиротворяющую и безмятежную атмосферу. Звучит как отличная идея, Анна. Йога на природе может невероятно омолаживать и успокаивать. Не могу не согласиться, Джон. Сочетание свежего воздуха, окружающей природы и чистого неба может улучшить связь души и тела. Помимо активного отдыха, ясная погода также позволяет нам заниматься садоводством или просто отдыхать на заднем дворе. Безусловно, Джон. Садоводство может принести пользу, а ясный день дает нам возможность ухаживать за растениями и наслаждаться красотой природы. Удивительно, как погода влияет на наше настроение и на то, чем мы занимаемся. Действительно, Джон. У нас глубокая связь с природой, а ясная погода дарит нам позитивные и вдохновляющие впечатления. Что ж, Анна, я благодарна за четкий прогноз. Это открывает перед нами целый мир возможностей насладиться днем в полной мере. Безусловно, Джон. Давайте воспользуемся этой ясной погодой по максимуму и создадим прекрасные воспоминания. За чистое небо и радость, которую оно приносит. Давайте же оценим красоту природы и воспользуемся любой возможностью провести время на свежем воздухе. Приветствую вас, Джон. Давайте погрузимся в чудеса ясной погоды и обретем счастье в самые простые моменты. Безусловно, Анна. Давайте беречь дар ясной погоды и насладимся свободой и спокойствием, которые она нам предлагает. Урок 14. Изучение местной кухни. Всякий раз, когда я путешествую, я люблю пробовать местную кухню. Это придает моему путешествию неповторимый колорит. Какое самое уникальное блюдо вы пробовали? Здесь так много вкусных и уникальных блюд, Джон. Особняком стоит филиппинский деликатес балут. Это оплодотворенное утиное яйцо, внутри которого находится частично развитый эмбрион. Звучит интригующе, Анна. Удивительно, как в разных культурах есть свои уникальные блюда. Безусловно, Джон. Изучение местной кухни позволяет нам понять и оценить разнообразные кулинарные традиции по всему миру. Вы пробовали другие уникальные блюда из разных стран? Да,
Я также попробовал хаггис, традиционное шотландское блюдо, приготовленное из овечьего сердца, печени и легких, смешанное с луком, специями и овсом. Это полно приключений, Анна. Удивительно, как некоторые блюда могут так глубоко укорениться в культуре и истории страны. Действительно, Джон. Еда способна рассказывать истории и связывать нас с местом и его жителями. Есть ли другие уникальные блюда, с которыми вы сталкивались во время своих кулинарных приключений? Еще одно интересное блюдо, которое я попробовал — личинки муравьев, собранные из корней растений агавы. В Мексике это блюдо считается деликатесом. Ух ты, об этом я точно раньше не слышала, Анна. Удивительно, как местные ингредиенты и традиции формируют кухню региона. Безусловно, Джон. Изучение местной кухни не только восхищает наши вкусовые рецепторы, но и углубляет наше понимание культурного наследия. Не могу не согласиться, Анна. Это прекрасный способ погрузиться в местный образ жизни и традиции. Действительно, Джон. Еда может открыть для себя сердце и душу того или иного места. Что ж, Анна, я благодарна за ваше знакомство с уникальными блюдами разных стран. Это еще больше пробудило мое любопытство. Рад это слышать, Джон. Изучение местной кухни — это увлекательный и вкусный способ познакомиться с богатством нашего мира. Насладитесь кулинарными открытиями и вкусами, которые переносят нас в разные уголки земного шара. Позвольте нам и дальше наслаждаться разнообразием местных кухонь и ценить их. Приветствую вас, Джон. Давайте отправимся в кулинарные приключения по одной тарелке за тарелкой и создадим незабываемые гастрономические воспоминания. Безусловно, Анна. Давайте будем открыты для новых вкусов, текстур и ароматов, а местная кухня станет нашим проводником незабываемых впечатлений от путешествий. Урок 15. Следующие туристические направления. Я подумываю отправиться в путешествие в следующем месяце. Не могу дождаться, когда смогу исследовать новое место. Как насчет тебя, Анна? Я тоже люблю путешествовать, Джон. В следующем месяце я подумываю посетить очаровательный приморский городок. Это уже давно в моем списке желаний. Звучит замечательно, Анна. Приморские города обладают неповторимым шармом и расслабляющей атмосферой. По какой конкретной причине вы выбрали это место? Меня всегда привлекал умиротворяющий шум волн и красота прибрежных пейзажей. Я хочу ощутить спокойствие и безмятежность морского побережья. Звучит невероятно умиротворенно, Анна. Удивительно, как разные направления предлагают разнообразные впечатления и соответствуют нашим индивидуальным предпочтениям. Безусловно, Джон. Изучение новых мест расширяет наш кругозор и обогащает наше понимание мира. Планируете ли вы заняться какими-либо особыми развлечениями или развлечениями для отдыха на море? Я планирую долго гулять по пляжу, наслаждаться свежими морепродуктами и снимать потрясающие закаты на камеру. Это будет идеальное сочетание отдыха и исследований. Звучит как восхитительный маршрут, Анна. Надеюсь, вы незабываемо проведете время, наслаждаясь красотой приморского города. Спасибо, Джон. Я с нетерпением жду этого. Как насчет тебя? Какое конкретное направление вы рассматриваете?
Я склоняюсь к горному региону, Анна. Я люблю ходить в походы и любоваться захватывающими пейзажами. Это отличный способ воссоединиться с природой. Звучит потрясающе, Джон. В горах царит другая красота и ощущение приключений. Есть ли какие-либо конкретные тропы или вершины, которые вы имеете в виду? Я слышал о сложной тропе, ведущей к потрясающей горной вершине. Она известна своими панорамными видами и чувством выполненного долга. Звучит как захватывающий опыт, Джон. Поход на горную вершину и наслаждение захватывающими видами– это действительно нечто особенное. Безусловно, Анна. Ощущение того, что вы находитесь там, в окружении величия природы, не передать словами. Не могу не согласиться, Джон. Именно такие моменты напоминают нам о чудесах нашей планеты. Что ж, Анна, похоже, у нас обоих интересные планы путешествий на следующий месяц. Пусть наши путешествия будут наполнены открытиями, радостью и незабываемыми впечатлениями. Действительно, Джон. Давайте насладимся впечатлениями от путешествий и создадим прекрасные воспоминания в местах, которые мы посетим. Вас ждет ожидание новых приключений и азарт открытия неизвестных сокровищ. Пусть наши путешествия пробуждают в нас любопытство и вдохновляют. Приветствую вас, Джон. Давайте отправимся в путешествие с открытым сердцем и открытым умом, готовыми окунуться в волшебство путешествий. Безусловно, Анна. Давайте воспользуемся возможностью исследовать, учиться и развиваться по мере того, как мы отправляемся в новое место. Урок 16. Вылет из аэропорта. Я лечу рейсом на Virgin Atlantic. Анна, ты случайно знаешь номер выхода на посадку? Давай я проверю, Джон. Да, ваш рейс вылетает из выхода на посадку 23. Не забудьте проверить обновления в последнюю минуту на экранах аэропорта. Спасибо, Анна. Я ценю твою помощь. Всегда приятно иметь под рукой номер ворот, чтобы обеспечить беспрепятственный отъезд. Безусловно, Джон. Заблаговременное знание номера выхода на посадку экономит время и помогает нам более эффективно перемещаться по аэропорту. Ты сегодня тоже путешествуешь, Анна. Да, я лечу другой авиакомпанией. Я проверю свой посадочный талон, чтобы узнать, к какому выходу на посадку мне нужно подойти. Всегда приятно видеть, как в аэропорту собираются разные авиакомпании и пассажиры. Это как центр разнообразных путешествий. Согласен, Джон. В аэропортах царит оживленная атмосфера, в которой живут люди из всех слоев общества, каждый из которых имеет свой пункт назначения и цель. Вот почему путешествие так увлекательно. Это возможность пообщаться с людьми из разных культур и происхождения. Безусловно, Джон. Это расширяет наш кругозор и напоминает нам о необъятности и разнообразии нашего мира. Я нахожу процесс посадки в самолет и взлета очень увлекательным. Это начало нового приключения. Не могу не согласиться, Джон. По мере того, как мы рассаживаемся на свои места и готовимся к взлету, все больше и больше ожиданий. А как только мы поднимемся в воздух, мы сможем насладиться потрясающими видами сверху и ощущением того, что мы находимся между двумя мирами. Это действительно уникальный опыт. Взгляд на мир с высоты птичьего полета позволяет нам по-другому взглянуть на нашу планету. У тебя когда-нибудь были незабываемые впечатления во время полета, Анна?
Да, я помню, как однажды во время полета стюардесса удивила меня маленьким праздничным тортом. Это сделало это путешествие особенным. Прекрасно, Анна. Приятно, когда авиакомпании делают все возможное, чтобы пассажиры чувствовали, что их ценят и ценят. Это действительно так, Джон. Эти маленькие жесты могут иметь большое значение и оставить незабываемые воспоминания. Что ж, Анна, мне лучше подойти к выходу 23. Еще раз спасибо, что помогли мне с номером выхода. Добро пожаловать, Джон. Удачного полета и приятного путешествия. Счастливого путешествия! Спасибо, Анна. Вам также будет обеспечено безопасное путешествие, где бы вы ни находились. До следующего раза. Урок 17. Максимизация производительности. В последнее время я изо всех сил стараюсь справляться со своими задачами. У меня так много дел, и я хочу извлечь максимум пользы из своих дней. Понимаю, Джон. Бывает непросто управлять своими обязанностями и эффективно использовать свое время. Именно так, Анна. Мне кажется, что меня всегда отвлекают от того, чего я хочу достичь. Одна из стратегий, которая сработала для меня, это составление списка дел. Это помогает мне оставаться организованным и расставлять приоритеты в своих задачах. Отличная идея, Анна. Я попробую. Четкий список задач, которые необходимо решить, поможет определить направление и сосредоточенность. Безусловно, Джон. Еще один совет – разбивайте большие задачи на более мелкие и более управляемые. Это позволяет им чувствовать себя менее утомительными. Понимаю, как это было бы полезно. Когда задачи невелики, легче сохранять мотивацию и отслеживать прогресс. Определенно, Джон. И не забудьте выделить определенные промежутки времени для выполнения каждой задачи. Это помогает составить структурированный график и предотвращает прокрастинацию. Отличное замечание, Анна. Я часто недооцениваю, сколько времени займут выполнение определенных задач, и это отнимает у меня целый день. Очень важно установить реалистичные сроки. Совершенно верно. Управление временем – ключ к максимальной производительности. Важно правильно распределять время и избегать ненужных трат времени. Ты права, Анна. Мне нужно быть более дисциплинированной и избегать отвлекающих факторов, таких как социальные сети или чрезмерная многозадачность. Это обычная проблема, Джон. Чтобы свести к минимуму отвлекающие факторы и сохранять концентрацию внимания, необходима самодисциплина, но для повышения производительности это того стоит. Я обязательно поработаю над этим. Еще я слышал, что полезно делать короткие перерывы между заданиями, чтобы зарядиться энергией и избежать эмоционального выгорания. Отличное предложение, Джон. Нашему мозгу нужны минуты отдыха, чтобы оставаться в тонусе и сохранять работоспособность в течение дня. Безусловно, Анна. Все дело в том, чтобы найти правильный баланс между работой и отдыхом. Качественные перерывы действительно могут повысить нашу общую эффективность. Не могу не согласиться, Джон. И давайте не будем забывать о важности заботы о себе с помощью правильного сна, питания и физических упражнений. Ты абсолютно права, Анна. Когда мы уделяем приоритетное внимание благополучию, у нас появляется больше энергии и внимания для эффективного решения поставленных задач.
Что ж, Джон, мы должны улучшить управление временем, повысить производительность и извлечь максимум пользы из наших дней. Безусловно, Анна. Приветствую вас. Давайте реализуем эти стратегии и создадим более продуктивный и полноценный распорядок дня. Урок 18. Навигация по аэропорту. Я пытаюсь найти магазины беспошлинной торговли. Вы знаете, где они находятся, Анна? Да, Джон. Они расположены на втором этаже, сразу после контрольно-пропускного пункта. Это полезно, Анна. Мне всегда нравится просматривать магазины беспошлинной торговли перед полетом. У них большой выбор товаров, от косметики и парфюмерии до электроники и сувениров. Обязательно ознакомлюсь с ними. Это прекрасная возможность купить подарки для моей семьи и друзей. Безусловно, Джон. Покупки беспошлинной торговли позволяют приобрести товары по более доступной цене по сравнению с обычными розничными магазинами. Это бонус. Я могу сэкономить деньги, приобретая качественную продукцию. Определенно. Не забудьте проверить нормы и ограничения на беспошлинный ввоз товаров, особенно если вы путешествуете за границу. Я учту это, Анна. Важно соблюдать таможенные правила, чтобы избежать проблем. Именно так. А если говорить о втором этаже, то здесь также есть несколько ресторанов и кафе. Приятно это знать. Возможно, я перекушу перед полетом. Отличная идея, Джон. Наслаждение едой или чашкой кофе может сделать время ожидания более приятным. Совершенно верно. Приятно сесть, расслабиться и насладиться вкусной едой перед поездкой. А если у вас есть какие-либо особые диетические предпочтения или ограничения, обязательно узнайте о доступных вариантах. Спасибо за напоминание, Анна. Я обязательно спрошу о любых вегетарианских или безглютеновых блюдах. Добро пожаловать, Джон. Очень важно, чтобы пребывание в аэропорту было комфортным и приятным. Определенно. Аэропорты могут быть переполнены, но знание того, где найти необходимое удобство, упростит задачу. Это правда, Джон. Заблаговременное ознакомление с планировкой и инфраструктурой аэропорта поможет сэкономить время и снизить уровень стресса. Согласна, Анна. Это позволяет нам более эффективно перемещаться по аэропорту и сосредоточиться на получении удовольствия от путешествия. Совершенно верно. Итак, помните, что магазины беспошлинной торговли и рестораны находятся на втором этаже, сразу после контрольно-пропускного пункта. Спасибо за информацию, Анна. Я ценю твою помощь. Всегда приятно быть хорошо информированным. Добро пожаловать, Джон. Прекрасно проведите время, прогуливаясь по магазинам беспошлинной торговли и насладитесь едой. Безопасных путешествий! Спасибо, Анна. Я получу максимум удовольствия от пребывания в аэропорту. До следующего раза.